2500 лет назад она владела 500 работниками, ставила личную печать на государственные указы и получала зарплату, равную мужской. Сегодня ее правнучка в Тегеране может получить 15 лет тюрьмы всего лишь за один локон, выбившийся из-под платка. Самый шокирующий факт истории заключается в том, что 2500 лет назад персиянка была в 100 раз свободнее, чем сегодня. Как это вообще возможно? Почему за 25 веков человечество не просто остановилось в развитии, а совершило гигантский прыжок назад в Средневековье? История Ирана – это не путь вверх, это падение в бездну, которое началось на пике величия. Слушайте внимательно, потому что то, что я расскажу дальше, разрушит ваше представление о прогрессе. 600 лет до нашей эры. В то время как в Европе люди только учились строить каменные хижины, Кир Великий создавал империю, основанную на первой в мире декларации прав человека. И это не были просто красивые слова на глиняном цилиндре. Археологи нашли десятки тысяч табличек в Персиполе. Это сухие административные записи, но они кричат о справедливости. Там черным по белому написано, что женщины занимали посты главных управляющих, контролировали поставки продовольствия и, что самое невероятное, получали оплату наравне с мужчинами. В Древней Персии женщина не была собственностью отца или мужа. Она была личностью. Она могла путешествовать одна из Сус в Вавилон через всю империю, имея лишь охранную грамоту от царя. Представьте этот звук. Грохот колесниц и звон золотых монет в кошельке женщины-предпринимателя 2500 лет назад. Она сама выбирала, за кого выходить замуж, и сама решала, как тратить свои деньги. Напишите в комментариях, как вы думаете, в какой момент современный мир свернул не туда? Ведь пока иранки прошлого строили будущее, одна женщина обладала властью, способной стирать с лица земли целые города. Ее влияние было безграничным. Ее звали Атоса, дочь Кира, жена Дария и мать Ксеркса. Но она не была просто тенью своих великих мужчин, она была мозгом империи. Именно Атоса решала, кто взойдет на трон, а кто отправится в изгнание. Но самый поразительный факт ее биографии скрыт не в политике, а в медицине. Когда Атоса обнаружила у себя опухоль в груди, она совершила поступок, который сегодня назвали бы актом запредельного мужества. Она не стала ждать воли богов. Она приказала греческому лекарю провести мастектомию, операцию по удалению груди, без наркоза, без антибиотиков, полагаясь только на свою волю. Она выжила и после этого фактически заставила мужа объявить войну Греции, чтобы отомстить миру за свою боль. Она была первой женщиной в истории, которая так открыто распоряжалась своим телом и судьбами миллионов людей. Атоса была живым воплощением персидской свободы. Но если Атоса управляла империей из дворца, то были и те, кто вершил историю на поле боя, заливая песок кровью врагов. Эти женщины не просто советовали царям, они сами были смертью. Тишина. Только свист ветра и блеск чешуйчатого доспеха. Пантея Артешбот. Женщина, которая вместе с мужем создала 10 тысяч бессмертных, самую элитную гвардию в истории человечества. Она была символом чистоты и ярости, но она была не одна. Когда Великий флот Ксеркса подошел к Саламину, самым опасным адмиралом была Артемисия I. Женщина-флотоводец. Она так яростно топила корабли греков, что сам великий царь в изумлении крикнул на весь берег: «Мои мужчины стали женщинами, а мои женщины – мужчинами». Греки были в ярости. Они обещали огромную награду любому, кто возьмет ее в плен, потому что сама мысль о том, что их громит женщина, была для них невыносимым позором. Но даже столетия спустя, когда империя сасанидов боролась за жизнь, на трон взошла принцесса Пурандохт. Она была верховным правителем, царицей цариц. Она чеканила свое лицо на монетах и пыталась спасти страну от хаоса. Она правила твердой рукой, и никто не смел сказать ей «нет» из-за ее пола. Это был золотой век, который казался вечным. Но в 651 году нашей эры небо над Персией потемнело. И вот что случилось, когда Великая Свобода встретилась с великим фанатизмом. Это был конец света.
Арабское завоевание смело цивилизацию сасанидов как карточный домик. Вместе с новыми законами пришло полное уничтожение женской идентичности. Представьте себе, как в одночасье женщинам запрещают выходить из дома без сопровождения, как их лишают права владеть бизнесом, права выбирать партнера и даже права быть увиденными. Это была катастрофа, растянутая на столетия. Последней искрой той великой эпохи была Бану Харрамдин. В IX веке она вместе с мужем 20 лет вела партизанскую войну против захватчиков. Она была воительницей, последним эхом древней Персии. Когда в 838 году ее схватили и казнили, вместе с ней умерла надежда на возвращение старых порядков. На долгие 13 веков тьма опустилась на права женщин в этом регионе. И если вы думаете, что 20 век что-то исправил, то вы ошибаетесь. Самое страшное происходило прямо на глазах у наших родителей. Подпишитесь на этот канал прямо сейчас, если вы хотите знать правду о том, как рушатся цивилизации. Мы раскрываем то, о чем другие боятся даже шептать. Дальше будет только жарче. 1979 год. Исламская революция. Мир перевернулся. То, что начиналось как борьба за свободу, превратилось в тоталитарный кошмар. Сегодня статья 134 Уголовного кодекса Ирана обещает женщине 15 лет тюрьмы за неправильное ношение платка. За прогулку на велосипеде 74 удара плетью. Это не кадры из фильма ужасов. Это реальность Тегерана 2026 года. Вы можете себе это представить? В стране, где женщины командовали флотами, теперь запрещено даже чувствовать ветер в волосах. Но в этой тьме рождается нечто невероятное. Прямо сейчас, пока полиция нравов патрулирует улицы, молодые иранки ведут тихую, смертельно опасную войну. Они массово отказываются от религиозных имен, называя своих дочерей в честь древних воительниц – Артемис, Роксана, Пантея. Это их пароль. Это их способ сказать системе, что кровь ахеменидов все еще течет в их жилах. Они носят зороастрийские символы, ставя их выше любых догм. Это восстание имен. Это восстание памяти. Они не просто протестуют, они возвращают себе свое прошлое, чтобы у них было будущее. 2500 лет назад персиянка владела миром. Сегодня иранке нужно письменное разрешение мужа, чтобы просто получить загранпаспорт и увидеть этот мир. Круг замкнулся самым жестоким образом. Мы видим, как нация с величайшим прошлым оказалась заперта в клетке, которую построили из страха и запретов. И прямо сейчас, пока вы досматриваете это видео, над Тегераном летят тени прошлого, сталкиваясь с ракетами настоящего. История Ирана – это предупреждение всем нам. Свобода – это не то, что дается навсегда. Это то, что можно потерять за один день, а возвращать веками. А если вы хотите увидеть, как выглядит абсолютное выживание при минус 60 градусах 30 тысяч лет назад в Якутии, кликайте на видео на экране. Это история о женщине, которая топила снег в костяных сосудах и жгла кости мамонтов, чтобы ее племя не замерзло насмерть до рассвета. Один день из жизни хранительницы огня, от которой зависело будущее. Увидимся там.